Всем привет! Сегодня приглашаю вас связать вот такие милые следочки, связанные платочным вязанием и оформлены вот таким объемным узором колосок. Вяжутся они одним полотном на 2 спицах и затем сшиваются по подошве. На подошве шов плоский, мягкий, никакого дискомфорта ножкам он не вызовет. Следки связаны спицами номер 3,5 и пряжей Alize Lana Gold Classic. Для создания следков нам понадобится 2 вот таких детальки. Вяжутся они одинаково на обе ножки. До определенного момента разница только вот здесь вот в верхней части полотна. Мы отзеркаливаем их друг от друга на левую и правую ножку. Ширина полотна 10 сантиметров. Это у нас высота следка. От этой величины зависит высота следка. Повыше он будет, пониже у вас. Высота полотна 41 сантиметр на размер 37-38. Это получается 2 длины стопы минус 10-15% на облегание по ножке, чтобы следок не болтался, а сидел аккуратненько, как влитой. Вот эта выемка для оформления носовой части с одинаковыми сторонами по 5 сантиметров. Далее в видео мы вяжем 2 такие заготовки, и в конце видео я вам покажу, как аккуратненько зашить следки. Набираем 20 петель самым обычным способом. На протяжении всего вязания первую кромочную буду снимать, последнюю провязывать изнаночной петлей. Первый ряд вяжем все лицевые. Следующий ряд изнаночный. С правой стороны подготовим петельки для будущего колоска. Отступим от края 4 петли. Одну кромочную снимаю, 3 лицевые, 4 петельки провязали и дальше 3 изнаночные. Три петельки у нас под будущий колосок. Заканчиваем ряд лицевыми петлями. Следующий лицевой ряд снова провязываем все лицевые. Снимаю кромочную и провязываю все петельки лицевыми. Закончили лицевой ряд. И изнаночный ряд у нас снова повторяется. Одна кромочная, 3 лицевые, 3 изнаночные петли, и оставшиеся петли провязываем лицевыми, кромочную, изнаночной петлей. Это были у нас установочные ряды. Приступаем к вязанию самого узора. Вяжем платочным узором до места вывязывания колоска. То есть у нас идут все лицевые петли. Дошли до 3 лицевых петель и вывязываем колосок следующим образом. От второй лицевой петельки отсчитываем вниз 4 ряда. 1, 2, 3, 4. Через лицевую с первого ряда мы захватываем рабочую ниточку и вытягиваем ее на всю высоту. Далее 3 лицевые.
Снова ныряем в ту же дырочку, захватываем нить, вытягиваем петельку. Вытянутые петли должны располагаться свободно, не стянутыми быть. И довязываем ряд платочным вязанием. 3 лицевые и кромочная петля. Это был первый ряд узора. Поворачиваем на изнаночную сторону и вяжем второй ряд. Снимаем кромочную, 3 петельки лицевые, видим петли колоска, их было 3, теперь стало 5. Петельку, которую мы вытягивали, просто переснимаем. Рабочая ниточка у нас идет перед работой по изнаночной стороне. Далее 3 изнаночные петли. И снова у нас вытянутая петелька. Мы ее просто снимаем, не провязывая. Рабочая нить у нас перед работой. И завершаем ряд платочным вязанием. Все лицевые, кромочную последнюю, изнаночной петлей. Мы в лицевом ряду, у нас 3-й ряд узора. Снимаю кромочную, провязываю 12 лицевых петель. Итак, мы дошли до петель колоска. Первую петельку, которую вытягивали, снимаем, разворачиваем ее вот так вот ровненько. Первую лицевую провязываем и на нее накидываем снятую петлю. Далее вторую петельку из 3 лицевых, среднюю, провязываем лицевой. Третью лицевую разворачиваем правой стеночкой вперед и провязываем вместе с вытянутой петлей 2 вместе лицевой за переднюю стенку, то есть как бы с наклоном вправо. Заканчиваем ряд лицевыми петлями и кромочной петлей. Изнаночный 4-й ряд провязываем по узору. Там, где платочное вязание, у нас все лицевые петельки идут всегда. Там, где 3 петли колоска, эти 3 петельки изнаночные. Кромочная, 3 лицевые, 3 изнаночные и остальные петли до конца ряда лицевые. Повторяем 4 ряда узора. Вяжем полотно на нужную нам высоту. Провязала полотно высотой 36 сантиметров и буду закрывать половину петелек под выемку для мыска. Из 20 петель закрою 10. Снимаю первую петельку, вторую провязываю и первую набрасываю на вторую. Снова провязываю следующую петлю. Провязываю. Следующую провязываю, первую накидываю на провязанную. Сокращаем 10 петелек. Осталось 10 петель на спицах, включая кромочную. Довязываем ряд, соблюдая узор. Мы закрыли 5 сантиметров, и нам нужно будет довязать полотно из оставшимися петлями на высоту также 5 сантиметров. Продолжаем вязать левую часть полотна на высоту 5 сантиметров и закрываем все петли. Обе стороны должны быть у нас одинаковы.
Обрезаем ниточку, оставляем хвостик достаточно длинный. Нам нужно будет зашить всю подошву. И закрепляем ниточку. Вяжем второй следок в зеркальной симметрии. Точно так же набираем 20 петелек и вяжем полотно платочным вязанием. Петли под колосок мы отзеркаливаем на противоположную сторону. Колосочек у нас пойдет справа. И далее первый ряд у нас все лицевые петельки. Второй ряд кромочную снимаю. 12 лицевых петель. У нас остаются на левой спице кромочная, 3 петельки платочной вязки отступ от края и 3 петельки под колосок. Петли под колосок провязываем в изнаночном ряду изнаночными петлями и заканчиваем ряд платочным вязанием. 3 петли лицевые и кромочная петля. Повторяем эти два ряда и дальше повторяем узор колосок и вяжем до первого закрытия петелек ровно столько, сколько вязали на второй следочек. На втором следке также закрываем половину петель, только в зеркальном отражении. Здесь у нас закрытие идет справа налево, здесь будем слева направо, поэтому закрывать будем петельки в изнаночном ряду. Точно так же закрываем 10 петель, 10 должно остаться. Довязываем правую часть, которая с колосочками у нас, и закрываем все петли. Приступаем к сборке следка. Переворачиваю его на изнаночную сторону. Вот эта часть с выемкой у нас прошивается вот здесь. Это у нас носовая часть следочка. И далее вот эту часть мы складываем сюда. То есть здесь у нас будет пяточка, здесь подошва. У нас есть два хвостика нитей в конце вязания и в начале вязания. Хвостик с начала вязания мы можем использовать для бокового шва. Хвостик в конце вязания можно оставить длинным, прошить большую часть подошвы, либо просто его обрезать коротко, потому что нам все равно нужно начинать новую ниточку, чтобы начать зашивать носовую часть. То есть мы пойдем вот отсюда и вот так вот будем прошивать всю подошву. Если у вас при наборе остался короткий хвостик, можно, например, начать отсюда, прошить сюда и сюда, а в конце вязания оставить хвостик, чтобы зашить оставшуюся часть подошвы. То есть здесь вы смотрите сами. Главное понять, где как сшивать. Я начала новую нитку. Прошью нос, часть подошвы, боковой шов. Оставшуюся часть подошвы зашьем вот этим концом, который остался у меня в конце вязания. Складываем следочек лицевой стороной к себе. Совмещаем края носовой части носика. И выводим иголку сюда вот в начало. Ниточку закреплю позднее. Прошивать будем с этой стороны по петлям платочной вязки. Вот по этим дужкам изнаночных рядов. Вот эти вот поочередно. С другой стороны будем брать здесь вот перемычки, лицевые петельки между кромочными и вот этими вот бороздочками изнаночного ряда. Сейчас покажу. Вот эти вот петельки. Поочередно то с одной, то с другой стороны. Иголку вводим справа налево с одной стороны. И с другой стороны идем напротив. Находим эту петельку. Вот. И за две дужки ее цепляем. Так, снова идем на эту сторону. Берем петельку платочной вязки
И напротив с другой стороны снова ищем вот эту петельку, где можно зацепиться. Вот, и проходим так до угла. Дошили до подошвы, разворачиваемся. Подошву я буду прошивать по изнаночной стороне. Переходим на изнаночную сторону. И прошиваем так всю подошву. А вот этот боковой шовчик, вот этот боковой шов зашиваем аналогично вот этому. То есть с одной стороны у нас точно так же идут петли платочного вязания, а с другой стороны лицевые петельки. Сейчас я покажу поближе. Лицевые петельки вот так же за 2 подхватываем аналогично вот этому шву. Там, где у нас будет пяточка, не дошиваем сантиметра 1,5 и немножечко, чтобы ее скруглить, прошьем здесь вот так вот по окружности, наберем петельки вот так вот по этой окружности набираем петли и вот так аккуратненько стянем. Анатомической, конечно, мы ее не сделаем, но немножечко скруглим, чтобы не было вот этой угловатости. От которой никуда не деться, в принципе, в этой модели. Вот. Ну, вот так вот немножечко мы ее сделали более округлой. Затягиваем отверстие. Можно пройтись еще разок по этим же петелькам, по всему кругу. И закрепляем ниточку. Все шовчики у нас закончены. На стопе шовчик плоский. Никакого дискомфорта не будет при ходьбе. Закруглили пяточку немножечко. И осталось только спрятать ниточки, заправить кончики и примерить наши следочки. Вот такая у нас получилась красота. Я надеюсь, у вас тоже все получилось. Моделька вам понравилась. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Всем пока!